Берлин, город свободы, пива и бардака на Варшауэрштрассе. Наконец-то я сюда добрался. Вот, кстати, вагон-ресторан говорят. Но подождите, давайте отмотаем чуточку назад и разберемся, как я здесь оказался. Начинаю я свой путь с посадки на вот этот вот самолет Шереметьево до Калининграда. Да-да. Казалось бы, банально, но дальше начинаются всякие нюансики. Так что летим в Калининград, а там смотрим на нюансики. Помимо паспортной и немного мокрой погоды, дождик капал, Калининград встретил меня какой-то поразительной эффективностью. Буквально я прилетел, не успел забрать багаж, вышел из аэропорта, думая что-то снять, а там уже стоит экспресс до города. Неожиданная экономия, которая не входила в мои планы. Еду до города на автобусе. И вот 19:40, я уже на автовокзале. Великолепно. Мой изначальный план предполагал, что я поеду на такси для скорости. Но получилось так, что примерно с той же скоростью я доехал на автобусе. И отдал за это всего 205 рублей. И это просто феноменально. Теперь у меня есть час до моего автобуса. Сейчас пойду проверять, по плану ли он приезжает, не задержан ли он где-то. У меня за спиной как раз автовокзал. Вообще, если вы давно смотрите мой канал, то вы наверняка знаете, что через Калининград есть много вариантов и из Европы. Однако притормозим на мгновение, во-первых, чтобы восхититься вот этим прекрасным видом, который я заснял в аэропорту Храброво. Вы только посмотрите, какой шикарный паук на фоне шикарного самолета, которым я сюда прилетел. Согласитесь, паук просто великолепный. Ну а во-вторых, притормозим, чтобы поддержать мое творчество. Я безмерно благодарен всем, кто меня смотрит и активно взаимодействует с видео, оставляя комментарии, ставя лайки или дизлайки и подписываясь на мой канал. Но если вы готовы сделать чуть больше, то обязательно загляните в мой телеграм-канал. Там я делюсь контентом более живым. Кроме того, там с помощью бота Tribute, оплачивая все российской картой, вы можете поддержать мое творчество и помочь мне делать еще больше классного контента для простых людей, а не для небожителей, летающих первым классом. Ну и, наконец, если у вас есть иностранная карта, то вы можете буквально купить мне кофе через сервис Buy Me Coffee. Все ссылки будут в описании. Спасибо вам, что вы есть. Итак, я в Калининграде, около автовокзала. Заодно, кстати, тут и железнодорожный вокзал вон виднеется. Да-да. Если вы еще не смотрели мой ролик про необычные способы перемещения между Россией и Европой, напомню лишь про некоторые опции, доступные из Калининграда. На автомобиле прямиком до Берлина, на автобусе прямиком до Берлина, на автобусе до Польши, либо вообще через Литву. Но сегодня я поеду маршрутом, который я уже тестировал месяц назад в таком же направлении в Европу. И я сяду на автобус до Гданьска, надеюсь, через часик. Преимущество этого варианта — всего час до границы с Польшей, потом граница и еще час, после чего вы оказываетесь в Гданьске. Великолепно. Технически, когда вы приезжаете на автобусе из аэропорта, вы оказываетесь вот буквально здесь, рядышком. Тут же у вас автовокзал, вы туда заходите и можете сразу сесть на свой автобус. Но поскольку вам, скорее всего, нужно как-то скоротать время, то у вас есть торговый центр, там можно прикупить какой-то еды, например, с собой, там есть крупный супермаркет. Там есть, прости господи, вкусная точка, и есть еще одна неплохая кофейня, в которую я сейчас пойду, чтобы там перекусить. Но предварительно я зайду в автовокзал и проверю, что там с моим автобусом. Либо попробую сделать это через окно. Кстати, тоже вариант. Нет, все-таки придется заходить. Ничего не видно через эту дырчатую штуку. Оставляем чемодан, идем гулять. Тут у вас камера хранения, зона ожидания. Шикарный вокзал, я считаю. Идем кушать. Вот, кстати, мне кажется, это мой автобус Эльмакс. По-моему, что-то мое, да. А может и нет. И через 40 минут узнаем. А пока что восхищаемся Калининградом. Погодка ветреная, но ничего, справимся. Зато разминаемся между каждым этапом путешествия. Срочно берем какую-нибудь еду. Я в прошлый раз воспользовался кофейней Лев Бородинский. У них там прикольная выпечка и, в принципе, кофе неплохой оказался. Задник торгового центра выглядит мрачновато, но зато вот тут есть какая-то такая модная постройка, где в конце как раз находится кофейня. Все так же круто, как и в прошлый раз. Одобряем, уважаем такие места. Обязательно заходите. Внутри, конечно, было намного уютнее. Калининград не перестает меня удивлять. Каждый раз обнаруживаю здесь что-нибудь новое. Например, сегодня на вокзале обнаружил, что у них есть камера хранения, куда можно поставить чемодан и не таскаться с ним как идиот по городу. Отлично, и цена вполне адекватная. Честно говоря, мне не приходила в голову такая идея, хотя в Гданьске, например, я камерой хранения пользовался. Калининград — огонь. И город люблю, и всю Калининградскую область уважаю. Много раз уже здесь был, путешествовал. Очень-очень классный регион. Добро пожаловать в Калининград, нам говорят. Спасибо, ребята, спасибо. Вы только посмотрите, какое великолепное волшебное дерево я нашел прямо рядом с автовокзалом. Это же просто чудо какое-то. Ну и раз уж зашла речь про автовокзал, то на самом деле отсюда ходят просто уйма автобусов до Гданьска. И они буквально там чуть ли не каждый час ходят. Есть перерыв в движении автобусов
автобусов ночью, то есть где-то с 9 вечера, вот я еду на последнем автобусе 20:40, следующий автобус едет, по-моему, в районе 5 утра. Но это связано с тем, что, по-моему, граница не особо любит автобусы ночью принимать. Ну и в целом людям надо хоть иногда спать, отдыхать там и так далее. Цены примерно у всех одинаковые. Время в пути тоже у всех примерно одинаковое. Тут просто надо смотреть, какой автобус вам больше всего подойдет с точки зрения времени прибытия в сам Гданьск. Ну, плюс еще есть момент, что поздние автобусы пограничники иногда досматривают и обрабатывают быстрее, потому что они, хотят отдыхать уже, идти. Их тоже можно понять. Весь день работают, устали. По крайней мере, у меня так было с моей предыдущей поездкой, и я очень надеюсь, что мой вот сегодняшний автобус, который последний, тоже проедет быстро. Ну, посмотрим. Также имеет смысл обратить внимание на загрузку автобуса. И при покупке билетов онлайн, и когда вы покупаете билет на автовокзале, у вас на табло написано количество купленных билетов. Соответственно, рейс, в котором меньшая загрузка, с большей вероятностью пройдет быстрее. Где, собственно, купить билеты, кроме автовокзала? Я пользовался 3 основными опциями. Это Яндекс.Путешествия, сервис Туту.ру и Босфор. Самые низкие цены будут на Босфор, потому что они по факту являются основным оператором, который выпускает билеты. То есть даже если вы купите билет через Яндекс.Путешествие, он будет выпущен Босфором. Но при этом интерфейс страдает, у Босфора он иногда немножко глючит. Поэтому я, например, покупал один раз через Яндекс.Путешествие, другой раз покупал через Туту.ру. Ну и опять же у вас может быть какой-то, например, выгодный кэшбэк при оплате на Яндексе по каким-то причинам, поэтому вы можете купить, например, там. В описании к видео оставлю ссылки на все сервисы, через которые, собственно, я покупал билет. Это у нас, можно сказать, чистая зона автовокзала. И вот он, наш красавчик, как я говорил, да, тот самый автобус. Мы подъехали к границе. Занимает эта дорога у нас где-то 45 минут. Все в целом по плану. Но пока что вот стоят автобусы. Вот стоит наш, вон еще 2. То есть это может занять по времени, часа полтора точно. Посмотрим. Из развлечений тут заправка. Можно на нее сходить и что-нибудь купить. Например, можно купить бензин. Собственно, вон там уже российская приграничная зона. Но там первый шлагбаум. После него уже начинается досмотр по факту. Смотрите, какая интересная штука. Я ее в первый раз не видел, потому что на заправку не ходил. А это целое приложение в Телеграме, где статистика прохождения границы. Ну-ка, интересно. Купить можно все что угодно. Например, ключи, трос, уголь, незамерзайку, моторное масло, прокладки, салфетки, гель для душа и кучу еще всего. Даже вот доширак какой-то есть. Я обзавелся чаем. Стоит это дело 79 рублей. Кажется, ночка будет долгой. Я обзавелся чаем за 79 рублей, батончиком пикник, грецкий орех, изюм. И я считаю, ночь будет шикарной. Да, у меня в любом случае запас по времени прибытия автобуса 4 часа до моего следующего этапа. Надеюсь, план сработает, потому что приложение, которое вот висит на заправке, реклама в Telegram, там в отчетах народ пишет, что на машинах проходит границу за 4 часа. Обычно автобусы ходят быстрее, но мы посмотрим. А пока ваше здоровье, товарищи. Вообще обычно ситуация обратная. Здесь стоит куча машин. Вот так вот они стоят и туда уходят. А автобусы быстро проходят. Но пока что стоят автобусы. Подозрительно. Вжух, и мы в Гданьске. Вот это приключение. Вон автобус, он всех высаживает. И дальше у него еще одна остановка, финальная в аэропорту Гданьска. То есть там часть народа осталась, поехала дальше. Где-то еще 50 минут он будет ехать до аэропорта. Может быть, чуть меньше. Собственно, автобус высаживает вас практически всегда в одной точке. Они останавливаются на улице 3 мая, по-моему, или как так она называется. Здесь у вас дворец ПКС, это дворец автобусов. Вон там вот у вас вокзал, собственно, дворец ПКП. Прежде чем перейдем к следующему пункту, вкратце про границу. Значит, в этот раз она заняла больше времени, чем мою первую поездку месяц назад. Большую часть времени мы потеряли, ожидая перед шлагбаумом на российской стороне. То есть 2 часа мы там стояли просто, пока все автобусы проедут. Потом, в принципе, стандартные 2 часа на прохождение границы. Никаких особых сложностей там на самом деле вас не ждет. Вам водители всегда все будут говорить, куда идти, что делать. Основные различия: на российской стороне вы вытаскиваете весь багаж, тащите его в зал для досмотра и там проходите контроль. На польской стороне вы берете с собой только документы, идете в зал для контроля, потом вас могут попросить достать чемоданы из багажного отделения и открыть их прямо вот около автобуса. Внутрь на сканер вы их не тащите. По крайней мере, это редко делают. Собственно, все. У вас будет несколько остановок промежуточных, чтобы там сходить в туалет на разных этапах. Водители вам все время будут про это говорить. Да, а так, главное запастись какой-то едой, терпением и спать
В общем-то, это единственное, что вам остается делать. Ну, и нам повезло, у нас особых каких-то загвоздок не было. Загвоздки могут быть какие? Ну, кого-то высадят. По каким-то причинам его не пропустят, например, поляки. Ну, тогда обычно перевозчик тебя как-то провожает там назад, и тебя потом как-то довозят назад в Калининград, например. Но это крайне редкая история, потому что у вас при посадке в автобус всегда проверяют все документы, убеждаются, что у вас есть вид на жительство, ПМЖ или еще что-то, что позволяет вам въехать. Вот. Ну, так же, как когда вы в самолет садитесь, у вас всегда проверяют документы для финальной точки назначения. Здесь у вас такой подземный переход, достаточно безжизненный, безлюдный. Только эскалатор шуршит, а так больше никого нет. И красивые шарики с шипами на наверху, чтобы голуби не садились. Сейчас спускаемся. В принципе, теоретически можно сразу попасть в какие-то из своих поездов, если вы знаете, куда вам идти, ну, либо можно зайти в вокзал. Вот, тут прям сейчас совсем пустынно, я такого еще не видел тут. Очевидным образом ждать час на перроне я не буду. Какие вообще варианты есть, что вам дальше делать? Вы приехали в Гданьск, как отсюда можно добраться и чем здесь можно заняться? Вариантов на самом деле уйма. Вы можете сесть на поезд, доехать куда угодно по Европе, можете сесть на самолет, доехать куда угодно по Европе. Например, ехала женщина с детьми, которая летит в Тронхейм, в Норвегии. Говорит, мне тут 1,5 часа лететь и вообще типа кайф. Дешево и сердито. Особенно с детьми выходит достаточно экономно. Например, вариант через Мурманск ей выходил достаточно дорого. Ну, опять же, можете, не знаю, на машине куда-то доехать, вас могут подобрать. Можете на такси доехать, не знаю, на лошадях, на повозке какой-нибудь. Но мой сегодня маршрут – это поезд до Берлина. Слушайте, я реально первый раз вижу тут такую пустоту. Тут вообще никого. Кстати, заметьте, как чисто. Мне вообще очень нравится Гданьск, поскольку я тут уже не первый раз, мне давно уже понравился. И в целом в Польше очень радует. Какой шикарный футуристичный тоннель. И шикарная желтая полоса, которую только что нарисовали. Сзади где-то находятся герои, которые только что нарисовали желтую полосу. А мы пришли, вот тут можно пройти к платформам и проникнуть в вокзал. Аккуратно перейдем через желтую полосу. И тут у нас есть некоторые полезные вещи. Во-первых, где-то тут был туалет. Туалет, судя по всему, закрыт. Окей. Никаких других полезных вещей тут нет. На минус первом этаже у вас есть некоторая еда, которая пока еще закрыта. Но, например, вот поле откроется в 4 утра, через полчаса. Коста кофе с 5:30 работает. Ну и наверху есть еще, например, KFC, который закрывается в 2 часа ночи. Ну, то есть, по факту, получается, что где-то с 2 до 4 тут достаточно мертвое место и особо ничего не поешь. Я как раз в это время здесь и оказался. Есть тут и локеры. Вот такие вот у нас цены. Большой локер 30 злотых, поменьше 35, Гольф Type 35, Ки Type 35 за сутки. Можно оплатить картой, бесконтактно, все красиво. Но для начала надо понять, что такое 25 злотых. Сейчас посчитаем. За сутки цена норм. Это примерно 5 с копейками евро. Но вот если сейчас оставлять чемодан на час, то выходит достаточно дорого. Не готов. Придется таскаться с чемоданом. Вас здесь ждет совершенно шикарнейший вокзал. Посмотрите на это. Вот это красота. Инфодворец. Вот так вот. Прям глазки радуются. Вот народ ждет поезда. Ну а мы пойдем смотреть на Гданьск. Надеюсь, вам виден кусочек совершенно шикарнейшего вокзала Гданьска, который отреставрирован в свое время был очень хорошо. Возвращаясь к тому, почему я решил поехать отсюда на поезде, потому что на самом деле это самый оптимальный вариант, ну, на мой взгляд. Во-первых, я люблю поезда, ну, если сравнивать с автобусами, то поезд, наверное, будет чуть выше по предпочтениям. Альтернатива какая? Взять и поехать напрямую из Калининграда на автобусе. Но это значит 10 часов, если не больше, езды на автобусе. Здесь же получается, что вы проезжаете, ну, в идеальной картине мира, час до границы, сколько-то проходите границу, час едете от границы, дальше прыгаете в какой-то другой вид транспорта, ну, в моем случае в поезд, и до Берлина, допустим, поезд идет 6 часов. Причем у меня поезд с пересадкой, но пересадка это всего 10 минут в Познани, и разницы с прямым поездом нету вообще никакой. Вы и так проедете за 6 часов. Только прямых поездов их, соответственно, намного меньше. Ну и, конечно, цена поезда, она просто смехотворна. Билет вторым классом, например, можно было взять там евро где-то за 28. Я решил шикануть, взял билет первым классом за 40 евро. Ну, чтобы прям вот уж вот комфортно ехать. Изначально я предполагал, что мне нужно будет коротать здесь, ну, условно, где-то 4 часа. То есть я должен был приехать в 0:20 примерно, поезд уезжает в 4:20. Но добрые пограничники, благодаря своей работе, не заставили меня этим заниматься. И мне нужно провести здесь всего час, да уже меньше,
через полчаса откроется поле, можно там что-нибудь купить, поесть, и там уже и поезд приедет. Вот вам еще кусок шикарного Гданьского вокзала. Я еду достаточно экстремальным маршрутом, то есть у меня компактные пересадки, и я максимально быстро стараюсь добраться. И опять же, я еду практически целиком ночью, то есть я вечером выехал, утром уже в Берлине. Вполне иногда может иметь смысл заложить побольше времени и погулять здесь, потому что город шикарный. Соответственно, вы можете приехать на автобусе, заселиться в отель какой-нибудь, утро погулять, день погулять, потом, когда удобно, удобным рейсом или поездом, или чем-то отсюда улететь или уехать. В мой предыдущий трип через Гданьск я чуть перестраховался, заложил больше времени и поехал на автобусе, который уезжал раньше из Калининграда на 1,5 часа. Соответственно, я приехал сюда тоже раньше, но там все было максимально быстро, автобус нигде не застревал, всю границу мы прошли за 2 часа с учетом даже ожидания перед ней. И в итоге я приехал сюда где-то в 11 вечера, и мне нужно было коротать 5 часов тут. Ну, я нашел там чем заняться, поспать там в машине, поесть KFC и так далее. А почему я вдруг спал в машине, прочитайте у меня в телеграм-канале, да. Но с другой стороны, у меня есть целых 40 минут до поезда, почему бы не пойти прогуляться по Гданьску с рюкзаком полным оборудования? Да? Да, я думаю, отличная идея. Пойдем. Но чемодан все-таки придется оставить тогда в камере хранения. Сдал чемодан, вот ключ. Идем гулять. Немного утеплились, и все, можно идти. Да, без рюкзака-то, кстати, нормально. И снова посмотрите, какой шикарный вокзал в Гданьске. Я не могу, я сколько смотрю на него, восхищаюсь. Ну, а я отправляюсь записывать тихую прогулку по Гданьску в ночи. Хорошее занятие, в принципе. Если вдруг вы еще не подписаны на мой тихий канал, обязательно на него подпишитесь. Ссылочки будут в описании к этому видео и в подсказочке. Там много тихого и расслабляющего контента, что особенно важно в наше тревожное время. Вот эта поездочка. Точнее, сначала прогулочка, потом, когда я осознал, сколько уже времени, пробежечка, а потом проездочка на самокате, да. Но я уже около вокзала, кажется, до отправления еще 13 минут, так что я успеваю. Вызволяем чемодан. Готово. Вот тут мой транспорт. Приходит вовремя, все четко. Осталось найти мой вагон. Мой вагон последний. Вот это мне повезло. То есть я бежал всю вот эту длину поезда. Но успел. Пока Гданьск. Едем дальше. По совершенно непонятным причинам при практически пустом поезде меня посадили в купе с каким-то мужиком. И мужик сидел на моем месте. Я его попросил подвинуться. Ладно. Из плюсов того, что я еду в самом последнем вагоне, это красивый вид назад. По-моему, очень кинематографично. Туалет вполне приличный. Нормально. Вроде даже чисто. Идем в мое купе. Какие-то штуки тут всякие горят важные очень. Ну ладно. Вот у кого-то шторки закрыты, это люди спят. Вот пусто. Тут тоже. Тут спит кто-то. А вот это мое купе. Контролер быстренько проверил билеты, и поскольку поезд полупустой, я спросил, могу ли я в другое купе запрыгнуть. Он сказал, no problem, бро. Это я и сделаю. А теперь впереди 6 часов плюс-минус сна с перерывом на 10-минутную пересадку, и увидимся уже, надеюсь, в Берлине. И в Берлине уже мы ответим на самые главные вопросы касательно всего этого путешествия. Прежде чем мы продолжим спать по дороге в Берлин, вот небольшой обзор на, собственно, купе поезда польского ПКП Интерсити. Это первый класс. Вот такие вот у вас креслица, у вас есть зарядочки, как видите. Есть индивидуальный свет над каждым местом. Шторки, которые, насколько возможно, закрываются от света, но не до конца такие у вас масштабные подголовники. Есть подлокотники с открывающимися сломанными немножечко штуками, куда можете ставить напитки. Но вот оно немножечко раздолбанное, потому что поезд старенький. Вот такой вот столик. У вас спрятана мусорка. И, в принципе, что вам еще надо для счастья? Видите себе, смотрите в окошко, и все, красота. Пересаживаемся сейчас в Познани. Спускаемся под перроны и ищем мой следующий перрон. Кажется, вот он мой дружочек. Все, вот он мой вагон. На этот раз я в самом начале поезда и, в принципе, дошел до сюда быстро. Пересадка заняла 3 минуты. Максимально все комфортно. Берлин. Город свободы, пива и бардака на Варшауэрштрассе.
наконец-то я сюда добрался. Вот, кстати, вагон-ресторан говорят. И спасибо польскому поезду за то, что доставил меня в срок на Остбанхоф. Все это, конечно, прекрасно, но совершенно неправильно было бы не упомянуть про нюансики и риски. Ну, во-первых, с учетом достаточно большого опыта своего путешествия, я планировал очень короткие и, наверное, рискованные стыковки. При желании можно чуть растянуть. Погулять в Калининграде, погулять в Гданьске. Оба города безумно красивые, но увеличится, соответственно, длительность путешествия и его стоимость. Во-вторых, конечно же, стоит учитывать, что на каждом из этапов что-то может пойти не так. Готовьте план Б или закладывайте достаточно времени, чтобы эти самые риски снизить. Но не переборщите. В прошлый раз, когда я ехал этим маршрутом, у меня получилась стыковка между автобусом и поездом 6 часов. Автобус приехал ровно в срок, и в итоге я 5 с лишним часов ночью тусил в Гданьске. В-третьих, этот маршрут доступен туристам только в обратном направлении. Ведь Польша не пускает из РФ с туристическими визами. Только с ВНЖ, ПМЖ, паспортами, или любыми другими документами, позволяющими въезжать в Польшу. Однако для обратного направления этот маршрут тоже иногда можно собрать очень выгодно. Обязательно изучите требования пограничного и таможенного контроля Польши и России в обоих направлениях, чтобы ничего лишнего не провести и чтобы у вас с визами никаких проблем не было. Ну и, наконец, цена и, собственно, длительность всего этого развлечения. Билет Аэрофлота из Москвы 6800 рублей. Совершенно не обязательно апгрейд до комфорт-класса от 4 до 6 тысяч рублей, зависит от дня, времени суток и так далее. Автобус из аэропорта Храброво в город 205 рублей, с учетом того, что я был с большим чемоданом. Такси стоило бы около 1000 рублей. Автобус до Гданьска 4300 рублей. Поезд до Берлина от 30 евро. В моем случае он обошелся мне в 40 евро. Итого, очень грубо говоря, 15 тысяч рублей. Либо 20 тысяч рублей в суперкомфортном режиме. В качестве альтернативы у меня были варианты перелетов в Берлин, но все они выходили в районе 25-30 тысяч рублей. Или около 300 евро, с учетом багажа в билете. По времени эта опция тоже не такая уж и страшная, потому что более-менее сравнимые билеты, те самые по 25-30 тысяч рублей или по 250-300 евро, занимают минимум 12 часов. А тут в 5 вечера ты вылетел из Москвы, в 10 утра ты уже в Берлине. То есть на 5 часов дольше, чем если бы вы летели 12 часов. Плюс учтите, что когда вы летите самолетом, вам нужно добраться до аэропорта и от аэропорта. Что еще хорошо в этом варианте перемещения, это то, что перелет достаточно короткий, всего 2,5 часа до Калининграда, конкретно из Москвы. Есть варианты из других городов, естественно. И для тех, кто не любит летать или просто не переносит длинные перелеты, это самое оно. Потому что рейсы до Стамбула или до Анталии какой-нибудь, 4,5-5 часов точно. Плюс потом еще до Берлина около 3 часов. При этом у вас нет условных 10-часовых поездок на автобусе, как если бы вы ехали автобусом до Берлина, например. Маршрут состоит из коротких этапов, сменяется обстановка, вы разминаетесь, ходите, двигаетесь. Отлично, мне кажется. Для здоровья вообще супер. Ну а что касается дороги в обратную сторону, то вот вам видео на эту тему из моей прошлой поездки из Берлина в Москву через Гданьск, где я заодно погулял по этому шикарному городу. Жду ваших комментариев и спасибо за просмотр. Хороших вам путешествий. Пока.